чтобы все по-простейшему, по линии наименьшего сопротивления. Сегодня я покажу вам ленивый рацион, где ничего не надо делать. Это элементарно готовится, и это будет такой сэмплированный примерный рацион на день, который я использую. Дорогие друзья, я приветствую вас после длительного перерыва с супер темой, которая касается 90% людей, живущих в больших городах на всей нашей планете. Я уверен, что среди взрослых людей 9 из 10 имеют лишний вес, от которого было бы здорово избавиться. 10 килограммов не такая большая величина. И если вы посмотрите вокруг, на работе, на своих знакомых, просто на улице, на произвольной улице большого города, на взрослых людей посмотрите, вы увидите, что в той или иной степени избыточный вес есть у каждого или почти у каждого. 10 килограммов звучит феноменально, ну типа много, да? Я не случайно выбрал эту величину. В действительности распределенные по телу, они не столь заметны, и мы очень быстро привыкаете к этому. Вы носите это каждый день. Но представьте эти 10 килограммов в виде бутылей с водой. Это некорректное сравнение, но суть-то та же. Представьте, что тебе на шею повесили 2 баклажки 5-литровые с водой. И ты каждый день с утра до вечера, встав из постели и вечером до того, как ложишься спать, таскаешь эти 2 емкости с собой. Конечно, на теле эти 10 килограммов распределены, и ты к этому привык. Но, ребят, насколько легче было бы жить, если бы эти жировые килограммы куда-нибудь ушли. И поэтому многие из вас в предстоящем году, в 25-м, конечно, поставят себе эту цель. Плюс, посмотрев этот выпуск, я уверен, что я вас подтолкну немного к этой теме. Кому-то нужно 5 сбросить. Для кого-то это может быть и 15, и 20. Задаче нужно подходить грамотно, обязательно, с пониманием для начала в голове, как это делается. Поэтому сейчас я вам расскажу о 5 способах, которые покрывают, по большому счету, все подходы к сбросу веса, которые используются на нашей планете сейчас. 4 первых будут неверны. Я приведу вас к 5-му, который донесет до вас правильную логику. Но без первых 4 не обойтись. Первый метод, которым пользуется, как ни странно, большинство людей. Самый прямолинейный, самый логичный – перестать есть так много. Сократить резко количество принимаемой пищи. Логично? Бесспорно. Так устроен человек. Принято считать, что это главный способ. Что у нас происходит? Без изменения физической активности резкое сокращение калорийности пищи. Таких рационов, вы помните, даже в нашей стране немало. Кефирные диеты, капустные диеты. Каких только диет с 90-х годов в средствах массовой информации не обсуждалось. И люди это делали. Оставались без сил, сидели, сидели на диване, на работе, в машине. Потухшие без сил люди. Вес, естественно, уходил. Люди худели. В первую очередь, как ни странно, остатками мышечной массы, которая у них была, несмотря на отсутствие тренировок, все равно какие-то мышцы для движения человек использует для того, чтобы шкаф подвинуть, там, чайник поднять. Вы знаете, к чему приходит этот вид диеты. Он приводит к срыву. В какой-то момент человек срывается либо резко и начинает есть просто все подряд, он начинает сметать все на своем пути, либо постепенно. Но если вы увидели человека, который сел на такой тип диеты, а потом через год вы увидите этого человека вновь, почти со 100% вероятностью этот человек будет больше, чем он был до диеты. Он сбросит, потом сорвется, наберет все, что было сброшено, и плюс еще лишнее. Это происходит по обычным, совершенно бесспорным и четким законам работы человеческого тела, тысячелетиями выработанным. После голода организм возвращает потерянное и создает запас на случай следующего голода. Невозможно обмануть этот механизм. Поэтому про первый метод можете забыть никогда. И никому не советуйте, и сами так не делайте. Второй метод.
Вторым методом пользуется очень небольшой процент людей, пытающихся сбросить лишний вес. Это более похвальный метод, хотя тоже неправильный и не сбалансированный. Это радикальное увеличение физической активности без изменения питания. Как я уже сказал, ничтожно мало людей делают это таким образом. Особо волевые, особо потенциально любящие спорт. Человек начинает... Я видел таких людей. Редко. Я не хочу менять питание, говорит человек. Я не хочу ничего корректировать. Мне нравится ужин вечером с семьей. Мне нравится комфорт, который дает пища. Я просто буду часами сидеть на этом велотренажере, проходить десятки километров, бегать и так далее. Это классный метод. Почему? Потому что ты не замедляешь процессы в организме. Твое тело становится более активным. Похвально. Это супер. Но, к сожалению, эту штуку долго ты не протянешь, потому что просто у тебя времени не хватит, и тебе придется заняться питанием. Поэтому второй метод, чисто для кругозора, я должен был вам озвучить, но он призван проиллюстрировать лишь одно. Без работы с питанием ты по-настоящему баланс расхода энергии и ее поступления не выстроишь. Потому что все, чем занимается любая диета, это переменой в этих весах между потреблением и расходом. Мы еще не раз к этим весам с вами вернемся. Ты должен создать дефицит. Третий метод. Очень странный метод. Радикальный метод внешних воздействий на себя. Радикальный. Вплоть до подселения паразитов. Такое есть. И это практиковалось активно. Ушивание желудка, шунтирование желудка, чтобы ты мог съесть меньше. Употребление различных веществ, лекарств, которые ускоряют обменные процессы, угнетают аппетит. Недавно появился этот Оземпик, о котором, мне кажется, просто все сошли с ума. Лекарство, которое было изобретено для пациентов с диабетом второго типа, а стало использоваться как средство для похудения. Ребят, все эти внешние воздействия совершенно не нужны, если ты собираешься перестроить работу своего организма. У тебя есть все механизмы от природы. Ты можешь перестроить работу своего организма естественным образом. Тогда ты сможешь естественным же образом прожить всю оставшуюся жизнь в правильном весе. Если ты будешь опираться на внешнее ушивание желудка, паразитов, которых придется потом выселять или убивать, или принимать какие-то таблетки, это не значит, что ты воспользовался тем, что тебе дала природа. Ты не создал баланс, ты не понял, как это делать на своем. Поэтому я привожу вам этот метод просто как курьез. Я считаю, что это курьезный, абсурдный подход. Четвертый метод. Мы приближаемся постепенно к пятому. Четвертый, он тоже любопытен, потому что немногие люди берутся за такой подход, но мы знаем некоторых звезд Голливуда, о которых я вам рассказывал. Также именно этот метод использовался в шоу «Взвешенные люди», которое я вел в 2014, 2015, 2016 годах. 3 сезона я был наставником одной из команд, где очень полные люди должны были очень быстро снизить свой вес. С 200, 180, даже 226 был участник. Радикальное снижение калорийности и радикальное увеличение расхода энергии. То есть первый и второй метод совмещены вместе. Это невозможно ни для кого, кроме людей сумасшедших. Как мы с вами говорили про Кристиана Бейла, Мэтью МакКонахи, Сильвестра Сталлоне. То есть люди, которые сами себя готовы ради роли довести до такого маниакального, мотивированного состояния, что они могут двигаться и при этом почти ничего не есть. Это делал Кристиан Бейл для фильма «Машинист». Мы с вами разбирали на этом канале тот рацион, где его пища помещалась буквально, наверное, в паре ладоней. И он довел себя до состояния узника концлагеря визуально. То же самое сделал Мэтью МакКонахи для фильма «Далласский клуб покупателей». Почти то же самое, но чуть в меньшей степени сделал Сильвестр Сталлоне для фильма «Рокки 3». Тем же методом. Огромный расход энергии и ничтожное количество пищи. Нужна суперволя. Что делали участники шоу «Взвешенные люди»? Они приходили и говорили: я все смогу, я хочу избавиться от этих килограммов. Калорийность их составляла 600-700 килокалорий в сутки. А тренировки у них были 6 дней в неделю по 4-5 часов.
Людей хватало на 2 недели. После этого вся мотивация убивалась. И дальше в ход вступали психологи, поддержка всей конструкции проекта, чтобы буквально за шкирку протащить этих полных людей через 16 недель проекта. Вы этого не сможете сделать, вам это не нужно. Вплоть до примеров с голливудскими звездами. Ребята, не нужно гробить таким образом свое здоровье. В рамках шоу «Взвешенные люди» это оправдывалось тем, что было понятно, что в своей реальной жизни эти люди никогда не сбросят эти 50-60 килограммов. А были и такие результаты. Поэтому урон здоровью все-таки будет меньший от того, что ты 16 недель подвергаешь себя такому стрессу, чем ты всю оставшуюся жизнь, там 10-20 лет, будешь жить и таскать на себе эти просто мешки с жиром. И мы подошли с вами к 5-му методу. То, ради чего вся эта речь велась. Сейчас я вам опишу, как правильно подходить к задаче, если вы в 2025 году поставили перед собой цель все-таки наконец-то скорректировать свой вес и снять с себя эту лишнюю обузу. Первое, что вам нужно понять. Я сейчас назову вам 5 принципов, опять 5 принципов внутри 5-го метода. 5 бесспорных принципов, с которыми согласятся абсолютно все специалисты на нашей планете. Бесспорные основы. Ты должен создать дефицит энергии. Это уже мы с вами поняли. На одной чаше потребление энергии, на другой чаше расход. Твой расход должен превышать твое потребление. Я знаю, что это очевидно, но это нужно запомнить. Второе. Этот дефицит должен быть обязательно произведен на фоне увеличения физической активности. Обязательно, неминуемо. Нет другого метода, как правильно сбрасывать лишние килограммы. Ты должен увеличить физическую активность. Вопрос на сколько? Сколько дней в неделю? По сколько часов или минут, или там по 30 минут? Об этом я сниму отдельный выпуск на своем канале основном и поставлю здесь где-то ссылку. Возможно, выпуск уже вышел. Это отдельная тема. Сколько тренироваться? Но закон второй, бесспорный, ты должен увеличить физическую активность. Ты не можешь сидеть на диване и есть капустную диету или кефирную, потому что, как мы говорили, ты станешь больше. Ты сначала станешь меньше, а потом ты раздуешься. Тебе этого не нужно. Тебе нужно начать двигаться. Пусть темп будет медленнее. Это все за скобками сейчас, но ты должен двигаться. Третий закон. Ты должен принимать адекватное количество белка в питании. Любой подход, любой диетолог согласится, любой врач. Если ты даешь телу нагрузку, ты должен принимать адекватное количество белка в питании. Обязан, потому что тебе нужно чинить, иначе ты получишь травму. Количество этого белка, что такое адекватное количество белка, зависит от активности твоей нагрузки. Промежуток от 1 грамма до 2 граммов на килограмм целевого веса. Целевого. 1 грамм-2 грамма на килограмм веса тела в сутки. Целевого веса. То есть, к примеру, я вешу сейчас 102 килограмма, мне нужно от 100 до 200 граммов белка. Но так как я занимаюсь с отягощениями, я беру свой вес сейчас как целевой, потому что у меня низкий процент подкожного жира. Вот это мой целевой вес, 102. Я ем от 150 до 200 граммов белка, потому что я тренируюсь с отягощениями. Четвертый бесспорный постулат. Какую бы диету ты ни выбрал, какой бы специалист тебе не посоветовал, ты должен принимать адекватное количество жиров. У нас были белки, теперь у нас жиры. Все специалисты подтвердят вам это. Тебе необходимы жиры для здоровья. Белки для починки мышечной и суставной ткани и, возможно, увеличения мышечной. И жиры для поддержания здоровья. Что такое жиры по здоровью? Это 0,8-1 грамм на килограмм целевого веса. То есть вы сейчас весите 90, хотите 80. 80 умножаем. Получаем от 64 до 80 граммов жиров в сутки. Для здоровья. Откуда эти жиры придут? Это сейчас мы оставляем за скобками, что эти жиры могут быть там насыщенные, ненасыщенные, растительные, животные. Сейчас мы не будем с вами заныривать. Моя задача упростить и дать вам постулаты. Но без белков и без жиров ты не сохранишь здоровье. Поэтому, ребят, эти
постулаты, которые я сейчас называю, их можно выбить себе в виде татуировки, повесить на стену. С ними нельзя спорить. Эти вещи нужно соблюдать. Следующее. Так за счет чего создавать дефицит? Возвращаемся, да, к первому. Вот этот дефицит между потреблением и расходом. За счет углеводов. Весь трюк и все споры, и все обилие спортивных подходов, диетологов, которые связаны с фитнесом по всей планете, весь спор будет вестись вокруг количества углеводов. И вокруг дробления или недробления пищи. Это другие темы, пусть они вас не сбивают. Вы получили основы. Белки достаточные, жиры достаточные, дефицит за счет увеличенного движения и работаем с углеводами. Пятое, что я хочу сказать в плане постулатов насчет углеводов. Что бесспорно, что сложные углеводы лучше, чем простые для налаживания своих обменных процессов. Что клетчатки должно быть много, потому что это составная часть углеводов, потому что это нужно для пищеварения. И это все внутри темы углеводов. Итак, вы всегда предпочитаете сладкому, вы предпочитаете крупы, каши, хлеб грубого помола, если вам нужен хлеб, паста из грубых сортов пшеницы, всевозможные крупы вместо фруктов. Вы сейчас, конечно, будете ругаться, вы скажете: фрукты, фрукты, прекрасно. Но есть фрукты и ягоды, в которых много клетчатки. Это плюс. Малина, манго, то же самое, с которым мы сегодня будем кое-что делать. То есть фрукты – это не табу, но преимущественно желательно углеводы употреблять с длинными цепочками, сложные так называемые. Ребят, все, что я вам сейчас рассказываю, это прекрасно уяснить себе в голову и, может быть, даже понять. Может быть, даже вы вот все это послушали и согласились. Но сделать из этого практику, это совершенно... Знаете, почему-то человек, даже теоретически понимая, у вас есть немало примеров в жизни, не может это воплотить. Воплощение в практику является настоящей истиной. Понимания мало. Надо сделать. У меня есть проект, в котором 2 недели вы просто выполняете задания. Ни о чем не думаете, вам просто дается рацион из конкретных блюд, которые вы сами, естественно, готовите, и даются конкретные упражнения, которые вы каждый день выполняете. 2 недели всего лишь, чтобы вы на практике почувствовали вот все то, что я описал, а как оно воплощается. Это мой проект «Супертело». По ссылке внизу перейдите, обязательно рассмотрите возможность сейчас, перед Новым годом, поучаствовать. И тогда вот этими оливье на Новый год не объедаться, потому что вам не будет хотеться разрушить свой результат. Если не успеете сейчас, в начале 2025 года будет еще один 2-недельный отрезок. Ребята, пройдя 2 недели на практике, вы вот это все, что я рассказывал, понимаете на уровне истины, на уровне действий. Потому что действия, в конце концов, решают. Только действиями вы это совершите. Практикой. Поэтому я вас зазываю. Ну что, теперь переходим к демонстрации того самого классного рациона, который я сейчас использую. Вкусно и очень просто. Поехали. На этом столе сейчас расположено то, на чем можно прожить несколько дней подряд, вплоть до 2 недель даже. У вас есть фантазия, вы сможете придумать замены, но я должен показать вам такой сэмплированный рацион, образец, который я использую. И этот микрорацион включает в себя высокие белки, высокие жиры и низкие углеводы, и тем не менее эти углеводы есть, и высокое количество клетчатки. Значит, почему это удобно? Потому что это занимает минимум времени в приготовлении. Здесь вы видите цыпленка замаринованного, в котором, судя по процентному составу, 200 граммов белка. Мне сложно в это поверить, потому что я спокойно съедаю такого цыпленка за один присест. Мы сейчас с вами начнем с того, что мы погрузим этого цыпленка в технику. Сейчас же какие времена настали? Как там в песне пелось? Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы. Счастлив человек. Вот так я из магазина это приношу. Туда я это убираю. Смотрите, как это происходит. И это все мое приготовление. Это все, что я умею делать.
Я больше не умею ничего делать с этой курицей. Дальше я умею ее есть. 205 градусов я ставлю, 55 минут. Время включится тогда, когда температура будет достигнута, целевая. То, что я сейчас поставил, это то, что я делаю практически каждый день. Я съедаю сейчас такого цыпленка 6 дней в неделю. Ну, 5-6 дней в неделю. Мне, видимо, мне просто очень нравится вкус. И для меня это очень комфортная для пищеварительной системы еда. Да. И вот оно готово. Вот, ребят, элементарный процесс. Совершенно, как я сказал, для ленивых. Теперь главное искусство – это переместить это на тарелку и дальше съесть, не обжигаясь. Исходный вес этого цыпленка сырой был 1150 граммов. Это божественная еда. Божественная. 19 граммов белка на 100 граммов исходного продукта. Таким образом, в этом цыпленке больше 200 граммов белка. Учитывая то, что все равно что-то не будет съедено, я его считаю как 180 граммов белка. Вы можете, если будете использовать мой рацион, по которому мы сейчас пройдемся, вкусный и простой, разбить это на 2 приема в течение дня, на 3 приема. Но это основа, белковая основа. Теперь насчет жиров. В этом же цыпленке моя суточная норма по жирам. Представляете, удивительно. Всего лишь этот один продукт покрывает полностью мои потребности в жирах и в белках. Я знаю, что многие из вас скажут: Денис, но нужны же жиры растительные, например, а не животные. Я сейчас говорю о коротком отрезке времени. Я говорю о примере того, как этот рацион может быть намного лучше, чем подавляющее большинство рационов по своей функциональности, потому что он закрывает мои потребности по белкам, жирам. И сейчас мы переходим к углеводам. С углеводами у нас с вами история будет, значит, вы поняли, это мы разбиваем на несколько приемов в день. Хотя я могу это съесть и за один раз. Вот такой манго везде продается. В больших городах вы точно сможете найти. Вот такой небольшой манго. Порезанное уже. Именно этот манго порезанный. Здесь 200, сейчас я вам скажу, 220 граммов манго. Смотрите, что я делаю. Я 220 граммов манго отправляю в блендер. Совсем немного воды добавляю. И семена чиа. Вы, конечно, слышали про этот продукт, скажете опять экзотический продукт, но в действительности опять во всех крупных городах в нашей стране вы это уже сможете купить. Здесь 4 столовых ложки семян чиа, это 40 граммов. Знаете, что потрясающее насчет семян чиа? Я такого другого продукта не знаю. 1/3 это клетчатка, треть от веса это клетчатка, это пищевые волокна. Пищевые волокна – это то, что нам с вами абсолютно необходимо для комфортного пищеварения, а главное для насыщения, для чувства сытости, потому что они дают объем. Эти семена набухают жидкость в себя, вбирают. Попробуйте, сделайте этот микс. Все, секундное дело. Маленький манго, 4 столовых ложки чиа и совсем немного воды. Эту вещь, ну, во-первых, ее надо попробовать. Вам она точно понравится, 100% понравится. Ей, конечно, надо постоять, чтобы чиа набрали жидкость. Это для вас развлечение своего рода. Ну, развлечение для рецепторов, потому что только курицей я на этом могу прожить день спокойно. Вот эта вещь берется с собой. Вы можете даже, например, вот сегодня можно это оставить, и завтра оно все еще будет обладать такой же консистенцией, таким же вкусом, оно не портится. То есть это причем при комнатной температуре. То есть это достаточно долговечный. Как знаете, некоторые коктейли начинают отделяться, там что-то, жидкость отделяется от гущи. Здесь ничего не отделяется, наоборот, чиа напитываются влагой. Таким образом, вы получаете из этих двух блюд 200 белка, ну, который я беру как 180, как я вам сказал, потому что что-то не будет доедено. 200 белка, 100 жиров. У меня вес 102 килограмма, здесь 100 жиров. И здесь порядка 50 граммов углеводов. Полграмма углеводов на килограмм веса тела. Для меня это мало, но у меня есть 100 граммов жиров для энергии. Ведь организм и жиры будет использовать и для здоровья, и для производства энергии.
И как ни странно, вот это простейшее сочетание, на нем, ну вы мне скажите, на этом можно жить? Я вам отвечу сразу, на этом можно жить. Но если мне становится очень тяжело и голодно, у меня есть еще один запасной продукт. Это отруби. Это попкорн для человека, который сидит на диете. Отруби. Ты берешь с собой в машину, в подстаканник. И стало тебе невмоготу. Ты вот глотаешь эти отруби. Они дают объем. Это клетчатка. Энергии в них очень мало. Половина здесь клетчатки. Запомните, ребята, обязательно тему с клетчаткой, потому что это то, что дает комфортное состояние ЖКТ и дает тебе сытость. Очень многие рационы грешат тем, что в них не хватает клетчатки. Любой белковый продукт вообще лишен клетчатки. Ты не можешь, например, построить свой рацион на протеиновых коктейлях. Почему? Потому что у тебя нет клетчатки, у тебя расстроится пищеварение. Это то, что нормализует пищеварение. Вот для вас продемонстрирован полноценный рацион. Проживите на этом 2 недели, я скажу больше, любой из вас, если будет так питаться 2 недели и тренироваться, ваша форма улучшится. Вы скажете, это недоступные продукты или, может быть, слишком дорогие, но нет. Чиа стоит недорого сейчас. Манго, вот такой манго в день, я не помню цену, но это недорого. Ну, курица, конечно, я стараюсь брать какие-то там фермерские, экологические, плюс маринованная, ну, то есть уже, да, в соусе. Ну, наверное, тут все зависит. Что важнее? Здоровье важнее. Нужно питаться правильными продуктами. Ребят, возьмите это как основу. Меняйте иногда источник белка, например, вместо курицы утку. Может быть, когда-то индейку. Варьируйте рыбу, но помните белки и жиры. Все принципы я для вас назвал. Все, что мы здесь обсуждаем, нужно применять на практике. Начните. Используйте этот заряд, который вы сейчас от меня получили, для практики. Начните делать, начните пробовать. Не спорьте ни с кем, применяйте. Тренируйтесь. Делайте что-то. Шевелитесь. Заботьтесь о своем здоровье. С вами был Денис Семенихин. Спасибо за внимание. Пока.